Всем привет! Сегодня мы откачиваем детектор с дисперсией по энергии рентгеновских квантов для электронного сканирующего микроскопа. Собственно говоря, детектор прибыл ко мне без сосуда Дюара. Купил я его на eBay за относительно смешные деньги, $300. Вот. Дюар не стал покупать, потому что с ним доставка выходила $900. Без него доставка составила $150. Дюар я сделал из термоса. Термос был предварительно проверен с помощью жидкого азота, сколько он может удержать. Оказалось, что термос обычно держит около суток. Жидкий азот, там даже стояли метки на нем, сколько оставалось. Вот, то есть полностью налитый термос испарился где-то вот до этого уровня за сутки. То есть даже больше, чем сутки термос может держать жидкий азот. Но надо сказать, что изначально термос был действительно хорошо откачан. При его вскрытии я слышал шипение. Это, конечно, ни о чем не говорит. По шипению давления не определишь. Но что он так долго держал азот, я думаю, термос неплохой был. Это один из старых термосов. Не то, что сейчас Китай поставляет, а более ранние. В общем, хороший термос был. Мне его со временем подарили. Но наука требует жертв. Был изготовлен фланец переходной. К термосу снизу припаян медный палец, хладопровод для охлаждения кремний-литиевого детектора, установленного в этой области. Вот. Ну а сама область, то есть пространство внутри термоса, внутри вот этой коробки, оно должно быть под вакуумом. Естественно, когда мы нальем туда жидкий азот, будет происходить дополнительная, ну, скажем так, вакуумация за счет абсорбирование остаточных газов на холодной части сосуда, внутреннего сосуда. Вот. Сегодня наша задача откачаться. То есть после сборки, предварительной дегазации, очистки мы должны создать там вакуум. Вот эта штука, наверное, про порт стоит сказать. Здесь находится порт. Я потом отдельно его покажу. Порт представляет из себя цилиндрическую трубку, вставляющуюся в нее пробкой. В пробке есть резьба. И есть такое приспособление, называемое, ну, как мне удалось найти в интернете описание, Vacuum Operator Valve. То есть клапан вакуумного оператора или вакуумный оператор клапана, хрен знает. Вот. Стоит он $800. Купить его для меня дорого. Поэтому был изготовлен самодельный. В принципе, оказалось неплохо. Здесь резиновое уплотнение, поджимаемые гайки вокруг трубки. Здесь 3 кольца. Специальная вакуумная смазка, медная трубка припаяна. Я понимаю, что для глубокой откачки такого сечения, честно говоря, маловато, или будем откачиваться всю оставшуюся жизнь. Но, тем не менее, сейчас мы уже откачались до 1,9, 1,8, минус 5 степени тор. То есть, в принципе, уже средний вакуум там есть. Вот, это еще будет, сейчас уже прошел час где-то, откачиваться будем еще часа 3. Я уже после того, как мы ушли на минус 5 степень тор, я прогрел горелкой, собственно говоря, сам термос для его ускоренной дегазации. В этот момент давление подпрыгнуло до минус 3, потом достаточно быстро упало, хотя термос еще тепленький. Ну, посмотрим, что будет, когда он остынет. Наверное, стоит рассказать коротко про то, на чем я откачиваюсь. Это мой вакуумный пост. Сейчас я подальше отойду. Вот такой вакуумный пост. Сделан он был больше, чем 4 года назад, из того, что, так сказать, было под рукой. Здесь обычный, простой, дешевый, двухступенчатый китайский форвакуумный насос. Сейчас можно увидеть, что масло в нем уже мутное. Вот, мутное. Это потому что первичная дегазация, вернее, дегазация, откачка, которую я вчера производил, этого термоса. Вот. Он был промыт водой, то есть какая-то влага там осталась, и я, конечно, масло немножко испортил. Но я надеюсь, оно примет свой первоначальный вид. В крайнем случае поменяю, это небольшая проблема. Так вот, форвакуумный насос, он откачивает где-то до минус 2 степени тор, когда прогрет. Дальше система клапанов. Ну, система клапанов здесь организована таким образом, я чуть позже схему, мнемонику вакуумной системы покажу. Вот. Система клапанов нужна для того, чтобы я мог откачать и форвакуум, не отключая диффузионный насос. Диф-насос, который здесь установлен, это сотка, 100 литров в секунду производительность. Максимальное остаточное давление с использованием азотной ловушки, я думаю, минус 7 степень.
Вот. На самом деле, ниже, чем -6 степень тора, я не откачивался еще ни разу. Вот. Ну, все просто. В общем, вакуумный насос по клапанам, в ресивер, вакуумный ресивер, затем к выходному фланцу диффузионного насоса. Вот. Ну, а дальше гейт, задвижка. Это хорошая импортная задвижка, закрывает, которая есть у меня отечественная, я ее не стал применять, хотя мне ее подарил очень хороший человек, Евгений Берлин, за что ему огромное спасибо. Кстати говоря, он очень много дал мне ценных советов, поэтому отдельно ему огромное спасибо. Вот. Также здесь на патрубке основном после заглушки установлен пирани сенсор, вон там желтенькая наклейка, его видно, и магниторазрядный сенсор, не магниторазрядный, инверсно-магнитронный вакуометр, правильно он называется. Вот. У меня есть еще финионовские широкодиапазонные, но так сложилось, что давно были установлены эти, я ими пользуюсь. Диф-насос, подогреватель масла около 300 градусов. Ну, не факт, что там масло 300 градусов, потому что датчик термопара, он с красной термоусадочной трубочкой, он лежит прямо возле плиточки, там не совсем верная температура. И охлаждающая рубашка. Сейчас она теплая, уже до 30 градусов нагрелась. Раньше я использовал проточную воду для охлаждения, проблем никогда не было. Но в связи по некоторым причинам пришлось использовать сейчас чиллер. Чиллер не подходящий для этих целей, но тем не менее. Там вдалеке, вот здесь вот, вон там, мы видим ротометр, расход жидкости определяющий, термодатчик, который определяет температуру жидкости, входящей в охлаждающую рубашку диффузионного насоса. Сама вода охлаждается сейчас с помощью вот такого чиллера. Это не мой чиллер. Я взял его с работы. Он там простоял 2 года без дела. Вот. Я его, естественно, верну. Мне он нужен был только вот для этой откачки. Мой чиллер, который я купил, нормальный фреоновый, он еще едет, никак не доедет ко мне. Но тем не менее. В общем, это сама вакуумная система. Это стойка управления вакуумной системой. Опять-таки, делалось из того, что было. Вот, кстати говоря, сверху стоит вакуометр VET3. Это мой первый вакуометр, который я мерил. Штука хорошая, на самом деле, но с ним надо уметь работать. То есть оперативно что-то им сделать не очень получается. И не очень удобно считывать показания. К тому же, как ни странно, он старенький. Лампу я, конечно, там поменял, которую нужно было. Вот, но его показания не очень верны. Он плавает. Вот, не знаю, с чем это связано. Честно говоря, с ним особо ковыряться желания не было. Он был куплен для экспериментов. Вот лампы его висят, собственно говоря, изоляционная и термопарная. Но, тем не менее, в общем, редко я им пользуюсь. В основном для проверки непонятных вакуумных насосов, чтобы не убить хорошие датчики. Так вот, это стойка, сейчас подсвечивает, стойка управления вакуумным постом. Делалась она, как я уже сказал, даже больше, чем 4 года назад, когда сам пост конструировался. Вот, что здесь? Здесь мнемоник, который я обещал показать. То есть форвакуумный насос, клапан, открывающий форвакуумный насос на диффузионный насос, датчик, кстати, еще один термопарный датчик, да, здесь стоит, чтобы знать, какой вакуум на выходе диффузионного насоса. Здесь клапан напуска, он сейчас закрыт. Это клапан, открывающий откачку непосредственно с порта напрямую, ну, скажем, камера или какое-то устройство может быть здесь быть. Вот, для предварительной откачки. Это вакуометр, включение вакуометра инъекционного, он, конечно, защищен еще и этим, то есть пока давление ниже, по-моему, 3 на 10 минус 3 тор не упадет, этот вакуометр не включится. Это самодельный вакуометр, вернее, это головка вакуометра. Сам вакуометр я уже показывал, вот он, инверсно-магнитронный. Это к нему самодельная головка. Вот. Здесь также вниз двигаемся. Это гейт, который я вам показывал, импортный. Открывает выход диффузионного насоса на колпак. Ну, здесь предполагалась еще азотная ловушка. Она, в принципе, не совсем азотная. Я планировал, что будет фреоновая ловушка, поэтому отдельный тумблер был предусмотрен для ее включения. Вот. Но ловушку я так и не поставил, потому что, в принципе, не было пока задач по это дело. Там, где нужен чистый вакуум, там у меня используется безмасляный вакуумный насос и турбомолекулярный насос. Вот, кстати говоря, на электронном микроскопе, может, вы видели в предыдущем видео. Вот, здесь использован диф-насос. Кстати говоря, много есть плюсов у диффузионного насоса по сравнению с турбомолекулярным. Например, почти одинаковая откачка газов и
э, и аргона, инертных газов, и азота, и прочее. Конечно, не совсем одинаковые, но лучше, чем у турбомолекулярного насоса. И откачка водорода, что у турбомолекулярного насоса совсем плохо. Я думаю, знающие люди меня поправят, я, может, сейчас что-то неверно сказал, но тем не менее, вроде все верно. Вот этот манометр перед диффузионным насосом, вот его показания, он, к сожалению, в паскалях, он показывает чуть больше 10 паскалей. Вот, это как раз проблема в том, что масло я испортил влагой, вот оно мутное. До этого обычно он опускался до 2 паскалей, но тем не менее. Сейчас это работает, мы уже у нас 1,4 на 10 минус 5, показания немножко прыгают, на самом деле, но тем не менее. Ну, что за... выше, да. Выше у нас блок управления диффузионным насосом, то есть испаритель просто спирально нагревающий, это вот эта часть диф-насоса, вот нижняя плитка. И контроль охлаждающей части, то есть конденсор диф-насоса, температура и поток. Выше это просто термодатчики стоят на форвакуумном насосе, на всякий случай, чтобы не перегреть его совсем в каких-то чрезвычайных ситуациях. Так, ну, в общем, это что снаружи вакуумного поста. Внутри там все страшнее. Я думаю, описывать это нет особой нужды. Если кому-то станет интересно, я потом отдельно расскажу. В общем, так у нас происходит откачка масс-спектрометрического детектора с дисперсией по энергии рентгеновских квантов. Посмотрим, чем закончится, насколько будет вакуум там хорошо держаться после этой пробочки. Честно говоря, эта пробочка с витоновым уплотнением не очень внушает мне доверие. Я бы, конечно, что-то более серьезное туда приделал. Но если изначально детектор был с такой вакуумной пробкой, я думаю, это было рассчитано людьми, которые больше понимают в этом деле. Да, я не совсем договорил, что делает, собственно говоря, этот вот медный кран оператора вакуумного. Пробка внутри имеет резьбу. Шток вводится в пробку, закручивается по резьбе, и пробка вынимается. Таким образом открывается доступ. После откачки шток медленно, аккуратно, с контролем манометра вводится обратно, пробка закрывается. Шток вывинчивается, и вся система, ослабляется гайка, вся система отключается от вакуума. Должен, по идее, храниться там какой-то вакуум. Честно говоря, не нашел я точного описания, какой должен быть внутри вакуум. Нашел косвенное описание откачки матриц, которые тоже охлаждаются жидким азотом, и там внутри вакуум вроде как нужно качаться до минус 5, выдержать 5 часов, затем закрыть пробку и все, дальше уже использовать. Вот самый большой вопрос, который меня мучает сейчас на самом деле, когда я заткну эту пробку после 5 часов откачки, какой вакуум там останется и сколько он там будет, скажем, спустя неделю, если я не буду заливать жидкий азот. Ну, почему-то у меня ощущение, что он поднимется до минус 2 степени тор и уже потихонечку, совсем медленно будет дальше натекать. Все-таки идеально герметичных в плане вакуума вещей не бывает. Также стоит сказать, что на самом деле еще неизвестно, рабочий ли этот детектор. Дело в том, что кремний-литиевый детектор, который здесь установлен, весьма чувствительная штука. И поставлялся детектор изначально с сосудом Дюара, заправленный азотом. Я нашел несколько упоминаний, что если детектор не охлаждался жидким азотом хотя бы неделю, то он теряет свои свойства. Это связано с миграцией лития в кремний. Может быть, я, кстати, опять что-то неверно сказал, вы меня поправьте, товарищи, потому что я не очень компетентен в плане детекторов спектрометрических, но тем не менее. Я, конечно, прочитал несколько книг, но не все отложилось. Вот. Этот детектор пролежал, если верить товарищу, который мне его продал на eBay, он чуть ли не 10 лет был без жидкого азота, был снят с устройства рабочим, но потом долгое время хранился на складе, в специальной упаковке он был, там пакет такой относительно свакуумированный, и вроде как находился всегда при 10 градусах, то есть никогда не нагревался выше и прочее. Ну, в принципе, может быть, можно верить, может быть, нельзя. Ну, в общем, откачаемся, зальем азот, подадим
все напряжения, смещение, питание усилителя заряда. Кстати, вот он там стоит. Вот. Сейчас порты покажу. Вот его порты. Посмотрим. Может быть, попробуем его либо установить в микроскоп, дать какой-то луч с ускорением, скажем, там 10 километров-вольт, чтобы долбил этот материал. Посмотрим, будет ли что-то он чувствовать, либо нет. В общем, время покажет. Но сегодня откачка. Больше, в принципе, добавить нечего. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Надеюсь, было интересно. Буду благодарен за лайки, за комментарии. До встречи.